О да, это был предыдущий ролик, где я делал зимнюю купель из бетонных колец. Также я утеплял ее пеноплексом, обшил это все вагоночкой и показал это вам. Вам это все понравилось моей семье, и я решил сделать второй ролик, как я обустраивал купель внутри. Привет, друзья! Вы на канале Делай Сам, и сегодня мы с вами сделаем внутреннее пространство нашей купели. Так что вам всем приятного просмотра, досмотрите ролик до конца. И в начале ролика отвечу на ваш вопрос. Бюджет данной купели 80-90 тысяч. Но я использовал не самые дешевые материалы, а готовое же из дерева стоит 150 тысяч. Так что ответ очевиден, что моя будет дешевле. Вот и сейчас буду изготавливать каркас для лавочки. Будет он сделан из нержавейки. Сами понимаете, ценник сразу дорогой. В данном ролике использую трубу 25 на 25. Толщина стенки 1,5 мм. Для будущего каркаса отрезаю 3 куска по 3 метра. Трубы гну при помощи трубогиба. Исхожу из внутреннего диаметра наших колец. Наверное, угадаю ваши мысли. Конечно, можно было сэкономить и не использовать нержавеющую трубу, а все сделать из дерева. Но мы не ищем легких путей, а делаем все качественно и надолго. Да, и из дерева было бы сделать, конечно, гораздо быстрее. Но у нас тем временем уже первое кольцо готово и подходит два следующих. И также было сделано четвертое кольцо, но меньшего диаметра. Его я делал с учетом отступа вовнутрь на 300 мм. Далее нарезаю профильную трубу по 400 мм. Таких кусков получилось по итогу 6 штук. Это у нас будут ноги. Но за кадром я не показал, было еще изготовлено 2 штуки. Также за кадром было сделано 3 прожженные для соединения двух колец между собой. Длина у них немножко разная. Делал я их уже по факту. Далее при помощи полуавтомата все это прихватил на прихватке. Для этих целей пришлось купить проволоку по нержавейке. Далее под углом 90 градусов прихватываю ножки. Также все делаю чисто на прихватке. После того, как все проверил, начал все проваривать. Далее при помощи УШМ все сварочные швы обрабатываю. Далее изготавливаю проставки, которые будут между сидушкой и спинкой. Таких проставок у меня получилось 5 штук по 100 мм. Выставил их по периметру с одинаковым интервалом. Наверх установил кольцо и также на прихватке все это дело приварил. Осталось теперь сделать спинку. Для этого напиливаю также профильную трубу. Напилил 5 кусков по 350 мм. Но опять же все делаю по своим размерам. Стойки для спинки завариваю под небольшим углом. Далее устанавливаю верхнее кольцо и все это дело привариваю. В конечном итоге получился вот такой каркас. Далее каркас необходимо было обшить деревом. Для этого выбрал террасную доску, изготовленную из лиственницы. При помощи циркулярной пилы нарезаю по 300 мм, если не ошибаюсь, 18 кусков. На распиловочном станке на каждой доске делаю 2 среза под 15 градусов. Для этого я изначально отрезал один кусок и приклеил на двухсторонний скотч на направляющую, чтобы в дальнейшем было все одинаково и ровно. Заготовки получились одинаковые, и теперь их креплю на сидушку. Для крепления использовал винты из нержавейки с паттаем диаметром 5 мм. Каким образом я это делал? Для начала выставлял доску, сверлил 2 отверстия сверлом на 5 мм. Далее при помощи удлиненного маркера для разметки делаю 2 отметки для сверловки. Далее делаю 2 отверстия сверлом 4,2 мм и нарезаю резьбу М5. На доске зинкую под паттайи. Выставляю доску и закручиваю винты. Со спинками поступаю аналогично, но потом вхожу во вкус и ускоряю весь процесс. Каким образом я стал это делать? Я установил все доски, снизу это все закрепил. Сразу через доску делаю отверстие на 4,2 мм. Тут же сразу это дело все зинкую. В доске расширяю отверстие на 5 мм. И далее при помощи шуруповерта нарезаю резьбу. Как по мне, так процесс пошел гораздо быстрее. Теперь осталось закрепить только наши винты. Далее при помощи кромочника и копировальной фрезы фрезерую доски за подлицо с профильной трубой, чтобы не было выступающих частей и было все идеально ровно.
Далее также при помощи кромочника делаю закругляющие края. И финальный этап лавки — это шлифование. Делаю это при помощи орбитальной шлейф-машины. Я вам не показал, но когда каркас был готов, на ножке были установлены пластиковые заглушки. И также добавлены были две подпорные ножки. По итогу получилась вот такая незамысловатая лавка, которую необходимо будет в дальнейшем установить в купель. Тем временем приехала печь. Печь у меня погружная на 35 киловатт. Покупал я ее на Валберес, которую я установил внутрь купели и закрепил на анкерные болты. Печь изготовлена из нержавейки 2 мм. Стоимость ее была 32 тысячи рублей. Это самая дорогая единица из всей купели. Плюс к ней была отдельно приобретена 115-я нержавеющая труба. Также за кадром была сделана перегородка из доски, которая обезопасит от случайного прикосновения к печи. Тем временем мы установили лавку вовнутрь, и я уже набираю купель для первого запуска. В общем, вот так вот получается. Сейчас набрали водички. Водичка немножко мутноватая из колодца, потому что напрямую. Сделал я вот такую вот крышку утепленную. Это пир-плита. Вот так она вот выглядит. То есть сейчас вот закрыли, затопили печь. Вот у нас тут сейчас топится все. Вот. В общем, вот такая вот картина. Что с одной стороны у меня открывается, что с другой стороны. Вот так вот она раз. Вот на утепленная крышечка. Так, ну что, друзья, вот я уже переоделся, банька топится. Сейчас будем с вами пробовать. Видите, крышка держит, снежочек лежит. Вот так вот сейчас мы открываем. Вот такая красотища сразу. Пар пошел. На улице у нас снежочек немножко, морозец. Так, ну что, залезаем в нашу водичку. О, тепленько. Красота, на лавочку сели и сидим. Теперь вот так вот можно водички по шеечку сесть на лавочке и посидеть, погреться. Красота. О. Так что, друзья, это вещь стоящая. Прям классно. Прогреваешься полностью. Всем советую и сделать. Самое главное, может сам каждый. Ну, единственное только, что нужно печку купить. А так, все можно сделать самому. Вот, вам же всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Купайтесь в таких вот чанах. Пускай хейтеры пишут, что все это фигня, но я вам скажу, что это классная вещь и стоящая. Вот у меня сзади банька, также можно сходить попариться. Ну и здесь вот очень классно. Все, всем здоровья, добра и до новых встреч.